Приветствую вас на канале Вязание с котом. Сегодня покажу, как вязать такие украшения крючком. Это кайма, либо бахрома, либо обвязка, можно по-разному называть. И применять можно для самых различных вязаных изделий, будь то плечевые изделия, сейчас очень модный бохо-стиль в одежде, либо можно использовать для обвязки шалей, либо бактусов, или каких-то детских изделий, пледов, например. В общем, вариантов масса. Я подобрала 4 вида. У них у всех одинаковый принцип вязания. Вот смотрите, здесь у меня помпончики 3D. Они круглые, выпуклые. Либо вот такая кайма. Здесь такие шарики приплюснутые, более крупные. Либо более простая бахрома. Такая ненавязчивая. А вот эту кайму я нашла в японском журнале. Очень красиво смотрится. Бахрома номер 1. Это самая простая бахрома. Вяжется она очень просто. И такую бахрому я применила при вязании топа Колибри. Мастер-класс, по которому выйдет в ближайшие дни. Так что не пропустите, кому интересно. В этой бахроме, как и во всех последующих, можно регулировать количество петель в цепочке, чтобы более длинную сделать, либо короче бахрому эту. И можно регулировать расстояние между соединительными столбиками. То есть можно либо редкую делать, либо более густую. Изначально мы провязываем 8 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8. Это мы провязали длину вот этой ножки. Затем есть два варианта. Либо мы считаем петли, либо мы придерживаем здесь ногтем. Провязываем еще 3 воздушных петли. Набрасываем накид. Затем я цепочку разворачиваю и вставляю в отверстие, где я отмерила, до ногтя. Либо вы считаете петли. Видите, у меня здесь 1, 2, 3. В третью петлю мы вставляем крючок и провязываем столбик с накидом. Затем мы вяжем 3 воздушных петли и возвращаемся вот в эту петлю, в начало, в основание этого колечка, в это же отверстие, и я провязываю соединительный столбик. И затем мы 8 воздушных петель провязываем, чтобы вернуться к основанию нашего узора. В этой кайме я пропускаю 3 петли, 2-3, и в 4-ю петлю я провязываю соединительный столбик. Вот. То есть вяжется очень просто. Сейчас я вам покажу еще раз, но мы провяжем колечко более толстое. Покажу вам, как вязать. Снова вяжем 8 воздушных петель. И 3 петли воздушных для колечка. Разворачиваем, делаем накид. Вот, 1, 2, 3. В 3-ю я вставляю крючок. Провязываю неполный столбик с накидом. Здесь я хочу сделать 2 столбика, чтобы колечко было более пышное. И затем я делаю снова накид. И в это же отверстие я провязываю еще 1 столбик с накидом. Вот, тоже не полный. У нас получилось 3 петли на крючке, и мы уже потом их провязываем все вместе. 3 воздушных петли. В это же отверстие мы вставляем. И соединительным столбиком мы замыкаем это колечко. И дальше мы вяжем 8, как мы в начале вязали, воздушных петель. И здесь мы 1, 2, 3 пропускаем. И вот в 4-ю я провязываю соединительным столбиком.
Таким образом мы провязали колечко, но оно более пышное получается. Здесь с 2 столбиками с накидом, а здесь я вязала по 1. Это я вам на примере показала, что можно регулировать ширину этого колечка. Это кайма у нас номер 1. Второй вариант каймы. Это у нас провязываются такие шарики, либо буфы, либо помпончики. Они очень красивые, со всех сторон смотрятся. Как они провязываются? Мы начинаем вязать цепочку. Эту цепочку мы тоже можем регулировать, какой вы хотите. Но я здесь провязываю 10 воздушных петель. И здесь то же самое, как в прошлой кайме, я провязываю 3 воздушных петли еще. То же самое делаю накид, разворачиваю. То же самое в 3-ю петлю я провязываю неполный столбик. Затем я провязываю еще один неполный столбик с накидом. И вот еще один. То есть всего 3 столбика с накидом мы вяжем неполных. У нас должно быть на крючке 4 петли. Я провязываю все 4 петли в одной петлей. И затем я провязываю еще 3 воздушных петли. Опять делаю накид. В первую петлю колечко, вот она, в это отверстие, мы провязываем тот же самый элемент из 3 неполных столбиков с накидом. Вот я провязала 1, 2 и вот 3. 4 петли у нас на крючке, и я их провязываю одной петлей. Вот мы сделали 2 таких колечка. И теперь смотрите, я беру и вот так вот его складываю, это колечко. Вот видите, как шкатулка, он захлопнулся у нас. Вот таким образом. И крючок я завожу под вот эту цепочку, захватываю нить рабочую и вытягиваю ее на эту сторону и протягиваю сквозь вот эту петлю. То есть как соединительный столбик у нас получается, но вокруг вот этой цепочки нашей начальной. И затем я возвращаюсь, вяжу столько же петель. У меня было 10, вот, а 10 возвращаю назад. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязала, вот такой у нас получается помпончик, видите, красивый. Как объемный получается. И здесь я провязываю 4 я пропускала, в 5-ю провязываю. Вот 1, 2, 3, 4 и в 5-ю соединяю я соединительными столбиками. Вот таким образом. Такие шарики, либо помпончики. Очень они смотрятся игриво и, мне кажется, подойдут для детских пледиков. Вообще отлично. И для всякой обработки края. Кайма номер 3. Тоже интересно смотрится. Здесь вот эти же колечки более широкие шарики, более объемные. И здесь идет соединение вот этих цепочек. Тоже очень красиво получается. Значит, вяжем как. Изначально провязываю 15 воздушных петель. Но это количество тоже можно регулировать, как обычно. Здесь везде можно либо длиннее, либо короче провязывать. И затем то же самое я здесь придерживаю и провязываю еще 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Затем в 5-ю петлю, либо где я придерживаю, ввожу крючок под эту дужку, провязываю 1 неполный столбик, затем провязываем
второй неполный столбик. У нас на крючке получилось 3 петли. Провязываем все вместе. Затем я делаю 2 воздушных петли. И снова я провязываю 2 столбика с накидом вот в это же отверстие неполных. То есть у нас с одной вершиной получается. Вот один. И провязываю я второй. Вот снова у нас 3 петли на крючке. И провязываю я их все вместе. Затем провязываю 4 воздушных петли. И соединительным столбиком я соединяюсь в эту петлю, в это отверстие. Вот, мы провязали такой кружочек более широкий. И затем вот в эти дужки я провязываю соединительными столбиками еще 5 петель, то есть 5 соединительных столбиков. Вот раз, два, три, 4 и вот 5. 5 провязали, и теперь я должна вернуться в начало. Я провязываю 10 воздушных петель. И здесь я уже соединяю с основанием. 1, 2, 3, 4, 5 пропускаю. И вот в 6-ю я соединительным столбиком соединяюсь. Вот мы провязали такой элемент. Такая у нас получается кайма. И последняя бахрома, либо кайма, она самая шикарная из этих всех, красивая. Очень эффектно смотрится. Как она провязывается? Провязываю в начале 16 воздушных петель. И еще 4, то есть всего 20. Но здесь я уже отмеряю, как мы это всегда делаем. Вот 4. Затем разворачиваю. 1, 2, 3. Вот в эту 4-ю мы вставляем. Провязываем 1 неполный столбик с накидом. В это же отверстие мы провязываем 2 неполный столбик с накидом. И затем мы их провязываем все вместе. Вот, то есть у нас идут 2 столбика с накидом с одной вершиной и одним основанием. Затем я опять провязываю 4 воздушных петли. И делаю снова такой элемент. Делаю накид. В первое вот это отверстие. Провязываю 1 неполный столбик. И сюда же провязываю 2 неполный столбик. Затем я провязываю все эти петли вместе. Делаю снова такой же элемент. У нас таких колечков должно быть 4 штуки. То есть снова я провязываю 2 неполных столбика с накидом. Затем все вместе провязываю. Затем я делаю еще один раз, такой последний раз. 4 воздушных петли. 1 столбик неполный и 2 неполный столбик. И затем все вместе. Вот мы провязали 4 таких шарика. Затем я делаю пико. Я провязываю 3 воздушных петли. И с одним столбиком вот в это отверстие я соединяю вот эти 3 воздушных петельки. У нас получается такое пико. И затем я провязываю 3 воздушных петли. Вот в это отверстие я замыкаю соединительным столбиком. Затем 3 воздушных петли снова. Вот в это отверстие соединительным столбиком
Соединяем. Снова 3 воздушных петли в следующее отверстие. Провязываем соединительный столбик, соединяем наше колечко, оформляем его. И опять 3 воздушных петли. И в это отверстие мы соединяем вязание. И затем я провязываю 6 соединительных столбиков вот в эти дужки. 1, 2, 3, 6 провязали. И теперь у меня идет 9 воздушных петель, чтобы вернуться назад. 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь я в 6-ю петлю соединяла. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в 6-ю петлю. Соединяю с основанием соединительным столбиком. Вот, и здесь у меня уже заканчивается. Вот, мы провязали такой элемент. Вот. Все, показала вам такую красоту. Вяжите с удовольствием, наслаждайтесь вязанием. Легких вам петелек и до новых встреч. Пока!